Всем привет! Добрый вечер у нас, доброе утро у вас. В общем, доброго времени суток, говорит Каспер. Мы сейчас находимся вот уже в знакомой вам студии аналитики с Егором, с Урсой. Привет, Егор. Здравствуй, Инна. Как твой день? День мой довольно прост по сравнению с теми, что был до этого. Всего лишь на 2 матчах я отбыл, поэтому я отоспался, пришел, поработал, как это тут называется, хотя это праздник, естественно. Ну и, в общем, вот день закончился, я даю тебе интервью. Да, отлично, что ты остался еще такой бодренький и свеженький, потому что тут те, которые просидели уже целый день, их уже просто плавят. Да, сидеть тут таки тяжеловато, я скажу, под этими прожекторами, кондиционерами, так что работа у вас действительно... Ну, привыкаешь под конец. На самом деле, да, поначалу кажется, что как здесь быть, но потом уже как само собой. Хорошо, давай все-таки начнем наше интервью. Давай вернемся к предыдущему The International, на котором ты участвовал. К сожалению, играл ты только 1 день, но, тем не менее, имел возможность наблюдать за работой студии аналитики. Вот проникся ты как-то тем, что делают ребята? Было желание присоединиться как-нибудь? Прямо оттуда я не смотрел на нее, да и, собственно, не пересматривал целиком записи, просто примерно представляю, что там было, видел какие-то короткие записи с какими-то хайлайтами оттуда. В общем, представляю, что там было, видел, как оно было в том году. В этом году, конечно, все посолиднее. В рубашечках сидим, на диванчиках с ноутбуками, а не за школьной партой вчетвером в футболках, шортах. Ну, в том году, в общем, я не проникся. А в этом? В этом проникся. Да, в этом году в аналитике мне пока все нравится. Хорошо, давай все-таки опять же вернемся к предыдущему году. После Интернешнала у вас вроде бы с Virtus.pro неплохо все складывалось, но к Новому году как-то результаты подпортились. И вот случилось то, что случилось. Virtus.pro объединились с Asos Polar, и как бы команда в том виде, в котором она была, прекратила свое существование. Вот предчувствовал ли ты, как-то это предвидел? Ну, у нас все время были какие-то проблемы, в общем, как и в любой команде, но, видимо, было нам не суждено справиться с ними, с этими проблемами. Ну и в тот момент полярам в марте, уже и феврале понадобились 2 игрока на позиции мид и хардлайн, потому что в то время была эта эпопея с переходом туда-обратно Фобоса в Нави и в Поляр. Вот. И вот забрали они от нас 2 игроков этих и решили, что наш состав надо распускать, потому что зачем оно надо сохранять 3 никчемных оставшихся, когда 2 самых лучших забрали. И что ты делал после этого? Ты искал себе там команду, думал продолжать играть в доту, или ты вот уже решил сконцентрироваться больше на не знаю, там, на стримерской карьере или... Ну, я поначалу поискал какие-то варианты, потому что я понимал, что прямым инвайтом уже не попадем точно, никак меня не возьмут никуда. Был вариант отобраться через квалификации, поэтому я рассматривал какие-то варианты поиграть в такой тир-2 команде, чтобы попытать счастье с ними. Я поиграл немножко за команду ПР, пришел туда на недельки 3 где-то, попробовал, понял, что, скорее всего, ну, я просто понимаю, что если в марте принимать решение играть, то до июля ты делаешь ставку. Либо ты проходишь на инт, либо ты не проходишь, и вот это время считается потерянным с марта по июль. А это слишком много. И, ну, какой июль, да, что уж там, сентябрь. И вот это время как-то терять совершенно не хочется ради какого-то риска, который... И на что ты сделал ставку? Ну, нет, я попробовал, поиграл и понял, что мы, мне кажется, не пройдем. Ну, у меня, видимо, не хватало мотивации, и с ребятами мы, возможно, не готовы были показывать уровень топ-2 европейских квал. Поэтому решил я, что на International я попытаюсь поехать как аналитик. Все-таки опыт какого-то комментирования, сокастерства у меня имелся, вроде как с русским языком знаком, с пониманием доты тоже вроде бы что-то там неплохо, поэтому подумал, а почему бы и нет? Лучше съездить на International, чем не съездить на International. Все правильно, все логично. Ну вот сейчас ты как-то сконцентрировался полностью на карьере аналитика, там, может, комментатора, или все-таки мы можем от тебя ждать еще возврата в соревновательную доту? Ну, изначально, еще до анонса мейджоров, я был уверен твердо, что вот поанализирую International, а там уже я точно буду возвращаться как игрок. Отдохну там вот от карьеры игрока вот немножечко, лето, и вернусь как игрок со свежими новыми силами, пытаться покорять мир киберспорта. Но сейчас анонсировали мейджоры, я
понимаю, что все-таки, если ты не играешь вот на этих мейджорах, ну, я еще не знаю, как будет турнирная система среди тир-2 команд, потому что либо ты в топ-16 мира, либо ты не в топ-16 мира, поэтому вот я не знаю. Либо ты нигде. Поэтому я сейчас не понимаю. В общем, если получится, там сейчас... Хотя нет, это еще нельзя, мне кажется, анонсировать, но, в общем, если получится, то я вернусь поиграть с расчетом на игру в мейджорах, соответственно, в топ-команде. Если не получится, то продолжу как аналитик, потому что играть в тир-2 команде не вижу никакого смысла. Ну, то есть, как бы там крест ты еще не поставил, и Крест точку. нет, не еще поставил, нет. Я хочу поиграть. Я еще достаточно молод и могу себе позволить понажимать на кнопочки. Ясно. Ну, ты как бы целенаправленно развивал медийность, вот, еще будучи игроком, там, стримил, комментировал, ты... Ну, да, я еще до того, как, собственно, игроком стал, я изначально там постримливал, что-то пытался сокастить еще на... на втором? Не, на третьем инте я сокастил групповой этап с Версутой из дома, поэтому, ну, набирался опыта. В любом случае, не делать же в этой жизни лишь одну вещь. Можно идти одной дорогой, но рассчитывать на две тропинки. Если по одной иметь варианты. По одной не пойдет, ты можешь свернуть на другую и, в общем, да, иметь запасной план. Очень мудро. Да, для моих лет, пожалуй, слишком даже. Мне бабушка посоветовала. Нет, она не знает ничего. Она не разбирается в этом. Научишь как-нибудь бабушку делать? Разбираться в этом? Не думаю. Думаю, она слишком уже... Она другого поколения. Она бабушка поддерживает тебя? Ну, конечно, она поддерживает. Ей хорошо, когда мне хорошо. А мне хорошо. Значит, и она довольна. Отлично. Я так рада, что я тебя поймала в хорошем настроении. Это невероятно сложно. Ну, я не знаю. Так, подожди, давай перейдем к тому, о чем мы говорили, об аналитике, естественно. Каким ты образом попал в аналитику? Вот я так понимаю, что первый раз ты засветился на квалификациях к International. Как вот получилось это дело? Команду аналитиков собирали. Собственно, мне НС пишет в скайпе: что, поедешь поанализировать? Не, он мне предлагал еще на самом деле StarLadder поанализировать какой-то там вместо кого-то, я даже не помню кого, в Бухаресте, но там что-то не сложилось, и замена моя не пригодилась. Поэтому, ну, в общем, меня рассматривали как аналитик, ну, я, собственно, свою деятельность вел в этом направлении после того, как меня из команды набрили. Поэтому я был готов к тому, ну, я, собственно, работал для этого и был готов, что мне предложат эту должность на квалификациях, соответственно, и уже потом на мейн-ивенте. Поэтому вот так оно и произошло. НС пишет, типа, чего? Я такой, ну ладно. Как Все. готовился вообще к этому? Как-то на кого ориентировался, не знаю, на наших ребят, на зарубежных коллег, там, на англоязычных аналитиков, комментаторов, может, не знаю, может, вообще на представителей большого спорта? Не, в этом деле надо быть собой. На самом деле, какие-то, возможно, есть у тебя... возможно, примеры в чем-то, но ты не можешь полностью подражать, потому что это другой человек, ты-то совершенно другой. Возможно, кому-то ты нравишься, кому-то ты не нравишься. Я все-таки придерживаюсь той политики, что лучше быть собой, и ты будешь нравиться сильно тем, кому ты нравишься, и не нравиться сильно тем, кому ты не нравишься, чем быть кем-то нейтральным и, в общем... И искать там... Подстараться кому-то нравиться, да, и тогда... Пытаться нравиться кому-то, пытаться подражать кому-то, да, это не мой путь, поэтому, ребят, если не нравлюсь, ну, вы можете поставить палец вниз под этим видео. Не надо ставить как палец не вниз, надо? Палец вверх. Палец вверх, если да, нравится, палец вниз, если не нравится, и мы проверим. Как ты, вот у тебя определенно есть свой стиль. Как бы ты его описал? Ну... Своеобразно я бы его описал, на самом деле. Он очень разнится, то есть я могу быть серьезным, и, то есть если захотеть, а я часто хочу так делать, я могу прям нон-стоп говорить о доте, могу там говорить. Знаю, Не о доте тоже? Знаю много чего. Не о доте тоже, но это уже под особые, так сказать, случаи. Ну и повеселиться я тоже могу, возможно, ну, я могу поймать какую-то волну, которая здесь, вот эта атмосфера студенала, я ее могу подхватить, могу привнести чего-то своего, возможно, да. Так что свой стиль имеется, описать его как-то, ну, словом, своеобразный, вот, как я сказал, думаю, сойдет. Я
Я думаю, что много кому твой стиль нравится, и, в принципе, мы могли это наблюдать, вот судить из позитивного довольно фидбэка от комьюнити. Следишь ли ты за отзывами, и на кого ты ориентируешься, на чье мнение? Или есть у тебя какие-то там личности, вот, которые, действительно, мнение которых тебе важно, которых ты слушаешь и делаешь выводы? Мне важно мнение людей, ну, чем бабушки это нет, но она не смотрит, очередь, она не смотрит. Нет, я про бабушку просто так сказал, она забей, она не ориентир, она не смотрит. Ну, мы еще бабушке в конце привета передадим, и все, не будем больше. Да, пожалуй. Скорее я ориентируюсь на людей, чье мнение я уважаю даже не в плане доты. То есть они, ну, те, с кем я общаюсь и чье мнение я уважаю в принципе, на их мнение я ориентируюсь и в плане доты. То есть я прекрасно понимаю, что какие-то негативные комментарии или позитивные даже, они могут быть вообще, ну, не... Это может быть не та аудитория, на которой я работаю, возможно. Я уверен, что есть люди, кому нравлюсь, кому не нравлюсь, поэтому делать выводы по этому, по мнению незнакомых мне людей, довольно проблематично. Я не знаю, что это за люди. Я могу прочитать какой-то отзыв, и я не понимаю, как его воспринимать. То есть это может быть положительный отзыв от человека, чье мнение я бы, ну, не воспринимал серьезно. Или отрицательный, соответственно, то же самое. А может быть и человек-то, в принципе, к чему мнению я бы прислушался. Поэтому сложно вот из толпы вот этого фидбэка там в чатике Твича или там в комментариях ВКонтакте сложно выделить. Поэтому больше ориентируюсь на людей, с кем я знаком давно. Ну, я так понимаю, ты не сильно расстраиваешься там по поводу негативных комментариев. Ну, как сказать, нет, на самом деле, вот все, кто говорят, что они не расстраиваются, они все лукавят. Потому что, ну, естественно, ты читаешь, ну, когда ты читаешь негатив, ты расстраиваешься. Ну, как, куда ты от этого денешься? Не читать негатив. Ну, это сложно. Нет, все равно, это как наркотик. Ты не можешь не читать. Ты думаешь, такой, нет, ну все, ну, вот прочитал ты, ой, не, ну, вы, ребят, ну вы же не понимаете, ну у меня там это и то, ну не сложилось, забейте. Короче, ты не можешь не читать, ты все равно потом полезешь и читать. Даже если ты там все дал слово не читать, ты день подержишься, ты все равно пойдешь читать. Как, я не знаю, как кто-то умный сказал, что вот если ты уже считаешь, что ты уже такой классный, вообще просто офигенный, я надеюсь, я могу это говорить, офигенный, заходишь на Продоту, читаешь про доту, думаешь, нет, все нормально. Нет, на Продоте меня как раз любят. На Продоте тебя как раз любят? Да. Меня не любят, наверное, меня не любят скорее молодая аудитория, которая привыкла к определенному кругу лиц, сидящих за этим диваном, и понимают, что я немножко, возможно, выделяюсь из их этой атмосферы. Поэтому вот эти негативные комментарии, они скорее направлены на то, что я несколько от них так отдаляюсь в некоторых моментах. В некоторых моментах я их поддерживаю. Поэтому вот. На Продоте любят. А про что вообще ты говорила? А то я уже не помню. Про фидбэк. Да, про фидбэк. Меня, естественно, расстраивает негативно. Раз ты знаешь, что тебя на Продоте любят, значит, Продот ты читаешь. Конечно, читаю. Ну, я там давно... Но я не так часто читаю, на самом деле, потому что вот конкретно на этом International там не сконцентрировано в какой-то одной теме фидбэк, там просто спам какой-то по играм, поэтому среди него что-то искать довольно проблематично. Там страниц 400 уже набито, я не буду и листать, там что-то делать. Поэтому вот, я, как и все нормальные люди, human beings, я читаю, и меня не радует негатив. Меня радует позитив, но, конечно, умом я понимаю, что там что-то, но все равно негатив, он не радует. И что бы человек ни говорил, он все равно расстраивается. Как среди негатива найти, вот, я не знаю, вот какой-то действительно конструктивную какую-то критику, зерно, с которого ты можешь делать выводы, которые тебе поможет стать лучше? Конструктив я вот как раз слушаю от людей, чье мнение я уважаю и вне доты. А негатив, он чаще всего основан не на объективном там, ведении эфира, опознаниях доты или прочем. Просто вот человек не нравится, есть такое. Вот смотришь на человека, тебе неприятен в чем-то. Какие-то его повадки, манеры, внешний вид. Да, я просто буду писать всякие гадости, поэтому тут даже нет смысла искать какой-то конструктив. Если вот напишут мне такую простыню, я с кайфом ее прочитаю. Но если напишут просто Егор какое-нибудь слово или там 2 слова, то здесь ничего я подчерпнуть, к сожалению, не смогу. Я это так про себя знаю, ребят, вы что? Я 22 года на этой земле живу, про себя я все прекрасно знаю. Нового ничего не скажете. Хорошо, мне устроил твой ответ. Скажи по поводу своих коллег по студии аналитики, с кем тебе комфортно работать в связке? В связке? На самом деле, с каждым можно легко найти подход, какую-то общую
связь найти. Ну, не знаю, как человек, мне, наверное, ближе всех вот по мировоззрению все-таки Дред. Ну, с каждым, соответственно, с Яриком и с Серегой мы тоже хорошо общаемся. Мы играли с ними в команде, в конце концов, так что знакомы давно, знакомы относительно близко все-таки. Поэтому найти общий язык не составляет никаких проблем. А с Габлаком? С Габлаком, вот с Габлаком я работал на квалификациях. Честно говоря, он меня удивил, потому что я не ожидал от него, что он будет настолько хорош. Нет, я знал, что он хорошо разбирается в доте, но я не знал, что он будет настолько уверен на камере. Он действительно показал себя очень хорошо. Вот сейчас записывали ревью дня, он был хорош. Он красавчик. Он вообще, Только почему он не ведет тот твиттер, который ты ему передал уже с более 5 тысяч подписчиков? Просто он, видимо, такой же человек. Ну, ему просто... Ему это не кажется интересным и забавным. Ну, то есть вот есть люди, кому в кайф сидеть в телефоне и твитить, как он сфотографировался с Паком, как он какую-нибудь глупость, которая здесь сказана, пусть даже не им, а просто, ну, вот прозвучала глупость, он ее затвитил. Кому-то это интересно. Ради бога, я не нахожу это веселым. Я нахожу это веселым 1 неделю в год. Вот мне было скучно на аквалах Кенту, когда я возвращался, я так ложился и писал какую-нибудь глупость. Рафляночки. Да, ну какой-то птырный просто бред писал. Я находил это забавным, но потом... Это когда приходит на тебя вот какое-то вдохновение, ты пишешь? Да просто я не знаю даже, как это объяснить. Вот если начал, то попишу, потом забуду и все. Ну там одно время писал я, что... какая-то, ну, это все доходит до такого абсурда, как я пишу сообщений 7 про то, что Твиттер неудобный, про то, что там мало знаков, то есть потом я пишу сообщений 7 про то, что я поел. Ну, бред, ребят, не для всех, в общем. Не ну, мне это Twitter. тоже. Не читайте мой Твиттер, но он реально, он очень скучный. Я там только анонсирую свой стрим, пишу всякие глупости, там забейте. Там я не буду фотографироваться с Паком, я не буду ходить по Сиэтлу и щелкать и говорить «Hello from America». Нет, я скучный человек. Ну, камень был только что в огород. Любители фотографироваться с Паком. Нет, это не камень, нет. Это, говорю, я просто не такой. Каждому свое. Люди, наоборот, скорее все бросят меня по камню, скажу, что... Пака скорее бросят. Да, ты что, вообще, что ли? В общем... Такой. А где тебя, в каких социальных сетях, вот какими ты активно пользуешься? Ну, какие социальные сети ты уважаешь? Активно я веду свою группу ВКонтакте, потому что там фидбэк... Ты ее сам ведешь? Да, я сам ее веду, у меня там больше 11 тысяч подписчиков на данный момент. Я сам, я общаюсь там с людьми, отвечаю, если что-то спрашивают. У меня личка открыта ВКонтакте, я отвечаю, если что-то интересное. Поэтому вот. И, то есть, если есть что написать, если важное сказать, вы пишите, я читаю. Если глупости, то не надо. Если не глупости, то надо. Поняла. Хорошо. Перед тем, как я тебя отпущу, я хотела еще спросить о вашем киношедевре, о твоей роли, о том, как ты в фильме спасал сам себя. Расскажи об этом опыте. Ну, мы скучали, 3-й день, мы приехали, нам нечего делать абсолютно. То есть в том году что было? В том году был компьютерный клуб, 40 компьютеров. Приходишь, там вся тусовочка, сидишь, там играешь или смотришь, как играют. Интересно, весело. Поел, поспал, поиграл, как в детском саду. А сейчас что? Даже компьютеров нету. Игроки сидят у себя, вы, как аналитики, такие приехали с комментаторами, и чё? Вы вот и предоставлены сами себе. И уже на 3-й день начинает плавить мозг от этого сиэтлского солнца, и мы начинаем... Играться подушками и зажигалками. Все, что угодно начинаем делать. И просто это выплеск, это... Мы сублимировали свое... Был какой-то сценарий? Или оно вот так вот не было никакого сценария. Там было видно, что не было никакого сценария. Да это полный бред, естественно, нет. Я на самом деле посмотрел, там монтаж хорош, был очень. Из того, что вот мы снимали, просто там же звук еще, там наложили звук, короче, он получился довольно качественный. Когда я кидаю банан в рот мобстеру, он прям залетает к нему, вообще он улетел в стену, естественно. Но там не так было. Говорю, неважно, в общем, он... Из того, что было, сделано конфеткой. Мне даже не особо за это стыдно. Да. Ты горд должен быть, ты что? Не, что и гордиться. Мы просто, любая компания людей, весело проводящих время, может снять что-то такое, и они скажут, да что это, да забудь.
Просто мы компания людей, которые имеют какую-то там типа известность, что ли, что-то в этом духе. Людям, видимо, интересно это будет посмотреть, и мы это выкладываем. В общем, такое у меня к этому отношение. Ну, забавно, что кто-то находит это, ну, кто-то поймал эту волну веселья. Ну, понятное дело, много людей загнобили, сказали, да, идите вы нафиг со своими пьяными выходками. Типа, ну, по большому счету так оно и есть. Но... Никакое пьянство, ты что? Нет. Ну, это так выглядит, естественно, так выглядит. Я тоже, когда увидела, когда вы тащите этот диван, я думала, вы сейчас сбросите с окна. Не, на самом деле мы были адекватными людьми, просто, ну, мы поймали волну. Мы поймали волну, и прям вот вдохновение, оно перло из нас. Поэтому вот мы даже, находясь в трезвом рассудке, мы все равно вели себя как дети малые. И это вылилось в этот шедевр. Канские львы. Да. Берлинские медведи. Именно так. Если ваш фильм получит все-таки эти призы, будет принято решение снять сиквел, ты примешь предложение воплотить «Принцессу Жутмину» снова? Ну, у тебя уже к тому времени, нет? может, волосы еще длиннее, вот, Может шикарнее. Может быть и вырастут. Последние лет 40 они не растут. Не знаю. Может быть приму. Но для этого должна быть идея, действительно вдохновляющая меня. Меня сложно, наверное, заставить сниматься в каком-то бреде, не даже сниматься, а принимать участие даже в каком-то бреде, если я сам это не нахожу веселым или забавным. На тот момент мне это казалось весело. Не, ну сейчас я тоже думаю, да, забавно. То есть если мне это покажется изначально бредом, я такой, не, ребят, это не круто. Надеемся, что у тебя будут еще такие моменты, и что мы от этого всего повеселимся и получим удовольствие. Собственно, хочу тебя поблагодарить за интервью. Действительно было интересно и круто. Спасибо большое. Перед тем, как я тебя отпущу, я тоже второй раз говорю, хочешь кому-то передать привет бабушке? Ну, передам привет родителям, бабушке и друзьям. Спасибо за интервью тебе, Инна. Спасибо тебе, Егор. Спасибо вам, что смотрели, что были с нами. Жмите лайки, такие лайки, не такие, только такие лайки. Пишите комментарии, только позитивные. Подписывайтесь на нас в Твиттере, ВКонтакте. Да. Подписывайтесь на Твиттер Габлака. На Твиттер Габлака, обязательно. Вот, спасибо еще раз, что были с нами. Всех целуем, любим. Всем добра, увидимся вскоре.